Ехать в Заречье было как возвращаться к себе. Сначала шум города, светофоры и бесконечная работа. Затем медленный переход на шуршание шин по гравию, запах хвои и, наконец, глубокая тишина, которая лечит. Егор с женой Лизой и маленькой Машей сидели в старой «Волге», и по мере того, как деревня приближалась, напряжение последних 3 лет таяло в груди. Пробки, экраны, дедлайны – все это как будто оставалось далеко позади. Дед и бабка встретили их у ворот с радостными криками и крепкими объятиями. Во дворе – запах копченой рыбы, сушеного иван-чая и влажной земли. Дом родителей Егора, с потекшей краской и окнами, из которых выглядывали теплые шторы, снова стал пристанищем для спокойствия. Лиза, опустив сумки на веранду, глубоко вдохнула и закрыла глаза. Лицо ее светилось, как у человека, кто, наконец, позволил себе дышать. Егор знал, ему нужно побыть одному. 3 года постоянной суеты в Москве оставили следы. Жесткость в плечах, тяжесть в голове. Он уходил в лес не от семьи, а ради семьи, чтобы вернуться другим человеком. С утренним светом он взял старую куртку и осторожно покинул дом, направившись вглубь сосновой рощи. Земля под ногами была мягкой, покрытая ковром из хвои. В тишине слышался только шорох ветра и далекий бульканье ручья. Он остановился у поваленного дуба и сел на его корни, позволив тишине проникнуть внутрь. Полчаса прошло в том самом сладком, пустотелом спокойствии, когда кажется, что время остановилось. И вдруг пронзительный писк. Звук был похож на боль. Короткий, отчаянный. Он резал атмосферу, как лезвие. Сердце Егора сжалось. Он вскинулся и побежал на звук, раздвигая ветки и перепрыгивая через корни. Скулёж повторился. Теперь он был ближе, и в нем слышалась паника. Егор ускорил шаг. Кто-то в беде, и он просто не мог пройти мимо. Под густой веткой ели, где тропинка резко вела в низину, он увидел мешок. Пакет висел на тонкой ветке, и оттуда раздавался слабый звуковой поток. Он шевелился. Из его горловины торчали шерсть и маленькая мокрая лапка. Егор вцепился в ветку, обнял пакет и стал развязывать узел. Сердце колотилось безумно. Пальцы дрожали от волнения. Наконец петля поддалась. Горловина пакета распахнулась, и на свет вывалилась маленькая трепещущая мордочка. Щенок был крошечный, не больше 5-месячного детеныша, персикового цвета, весь в грязи. Он дышал судорожно, глаза широко раскрыты, из ушей выступала влага. Его лапы были перетянуты скотчем. Кожа под лентой была красной, воспаленной. Из-под краев выступали мелкие ссадины. Когда Егор осторожно вынул его на ладонь, тот издал охрипший писк и сжался в комочек. Он был легким и горячим, как весенний мотылек, и его мелкая грудь судорожно поднималась. Гнев и отвращение вспыхнули в Егора одновременно с жалостью. Кто мог совершить такое? Отбросить живое существо в мешке и повесить на ветку, чтобы оно сдохло? Мысль о жестокости глубоко врезалась в сознание. Он спрятал пакет и скотч в карман, нежно прикрыл щенка своей курткой и двинулся домой, спеша как никогда. Дорога обратно казалась длиннее, но и важнее. У него в руках был маленький комочек доверия. Во дворе семейная жизнь остановилась на секунду. Лиза, заметив его выражение, бросилась к нему. Машенька подскочила и встрепенулась. «Что случилось?» В голосе Лизы слышалось такое утроение, какое бывает только у людей, которые любят. Егор, пряча дрожащую руку, передал ей щенка и без слов потребовал теплой воды и полотенца. Дом наполнился движением. Плед, тазик, вата и перекись. Дед, увидев раненое животное, потер лицо руками и выругался в свое старое, доброе деревенское. Сволочи. В ванне вода быстро окрасилась в коричневый оттенок. Следы грязи, крови и вязкой смолы.
Егор аккуратно промывал мордочку щенка, отрезал по кусочку скотча, поддев ногти, и каждый раз, когда лента уходила, оттуда выходил приток боли. Кожа была воспаленной, местами кровоточила. Щенок пискнул, но не вырывался. Он стал доверять рукам, которые освободили его от пут. Лиза прижала его к себе, поглаживала и говорила теплые слова, будто хотела, чтобы их звучание лечило раны. Они назвали его Джеком, коротко и по-деревенски. Маша обняла маленького и не отпускала, глядя на него с восхищением, как будто он был самым храбрым рыцарем. Ночь прошла под тихими шагами, взглядом полным бдительности, и сна у Егора почти не было. Он не мог забыть картину пакета на ветке и запах несвежего пива, который он почувствовал вокруг места находки. Утром он вернулся на место с намерением найти улики. Он сделал фотографии следов, нашел окурки под кустом шиповника и кусок серого строительного скотча, свернувшийся в комок под елкой. Следы обуви вели в сторону опушки, и запах, кислый, разлагающийся, похожий на пролитое пиво, висел в воздухе. Все эти мелочи сложились в картину намеренного жестокого обращения. Егор понимал, это не случайный выброс животного, это действие сознательное. Он выложил фотографии и рассказ в местную группу в соцсети. Нашел щенка в пакете, висящем на ветке, лапы перетянуты скотчем. Если кто-то видел, напишите. Комменты уплыли потоком. Люди писали, звонили, делились догадками. Одна женщина сообщила, что видела недалеко машину Нива хаки цвета. Другой, что слышал, как в ту ночь хохотали и ругались на опушке. Поддержка деревни, которая долго молчала за запасом своих хлопот, начала пробуждаться. Егор понял, что это дело нельзя оставить без внимания. Он собрал улики и поехал в районный центр, где встретился с участковым майором Глебовым. На первый взгляд, Глебов казался человеком, для которого подобные истории – повседневность. Но когда Егор показал ему фотографии и заключение ветеринара, лицо майора изменилось. «Надо разбираться», – сказал он и взял дело в работу. В ветеринарной клинике Светлана подтвердила худшие опасения. Сильное обезвоживание, воспаление на лапах, подкожные гематомы. Она выдала официальное заключение о жестоком обращении. Теперь у следствия были не только слова, но и доказательства. Расследование привело к дому номер 21 на улице Лесной, к Анатолию Сидорову и его сожительнице Татьяне. Люди в деревне уже знали об их склонности к пьянству и скандалам. Многие рассказывали, что видели у них персикового щенка, от которого постоянно слышали скулёжи. Неделю назад щенка перестали замечать. Соседи, наконец, заговорили. Мелкие улики и слухи, которые раньше сдерживали страх или лень, теперь оформлялись в реальные свидетельства. Дед Иван Петрович горячо пообещал дать показания. Его голос на собрании жителей стал громом, который заставил сатану молчать. Когда участковый пришел с повесткой, Сидоровы сначала отнекивались, а затем упирались. «Щенок убежал», — говорили они. Но скотч и окурки, найденные в их дворе, совпали с уличными доказательствами. Суд в итоге признал их виновными. Штраф, запрет владеть животными на 5 лет и общественное порицание. Это была не высшая мера, но для деревни это стало символом того, что безучастность уже не пройдет. Для Егора судебный процесс стал не столько триумфом правосудия, сколько проверкой собственной решимости. Он много думал о тех, кто мог сделать такое, о безразличии, о жестокости, о том, как легко обычный человек может снять с себя ответственность. Но в этот раз ответственность взяла на себя деревня. Люди, которые раньше молчали, пришли в суд, дали показания, принесли реальные свидетельства. Джек, который все еще дрожал временами во сне, чувствовал, как вокруг него сгущается тепло, живая поддержка, громады доброты. После суда они возвращались домой. Поездка в Волге прошла под разговоры и смех. Джек в салоне прильнул к Лизе и время от времени лизнул ее руку. Он уже не был тем напуганным комочком, каким висел на ветке.
Его шерсть отросла и пушилась, глаза стали яснее. Маша учила его командам, Лиза покупала игрушки, и дом, казалось, наполнился новым смыслом. История Джека не осталась в рамках семьи. В интернете пост Егора разошелся по волонтерским сообществам, люди присылали предложения о помощи, советы по лечению и материалы. В Заречье поднялся дух. Соседские разговоры превратились в план по созданию приюта для бездомных животных. Сам Егор и Лиза начала помогать. Носили корм, участвовали в субботниках, организовывали дни открытых дверей, собирая пожертвования. То, что началось как отдельная жестокая история, стало катализатором добрых дел. Джек вырос и превратился в преданного пса с густой шерстью и добрым взглядом. Он не забыл свои страхи, иногда странно ёрзая при резких звуках, но в целом стал сильным и бесстрашным. Мысль о пакете на ветке навсегда осталась в памяти Егора как напоминание. Нельзя закрывать глаза, когда рядом страдает невинное существо. Он часто сидел на веранде, глядя на сад, и думал о том, как одна простая остановка идти на звук спасла не только жизнь щенка, но и пробудила в нем и в целой деревне желание меняться. Деревенские вечера наполнились новыми делами. Приют открывался, люди приходили помогать, дети учились заботиться о животных. Дед Иван Петрович, который раньше грозился кулаком, стал одним из активных добровольцев, а бабка – укладывать для котят теплые подстилки. Лиза, которая поначалу просто хотела отдохнуть в Заречье, нашла в себе новое призвание. Она стала координатором волонтерских акций. Егор, человек тихий и сдержанный, нашел странную радость в том, что его громкое «я помню» теперь воплощалось в реальных делах. Через год после того, как Джек висел в пакете на ветке, в Заречье открылся маленький приют. Он был не идеален, но в нем жили животные с разной судьбой. Те, кому повезло, и те, кто дождался второй шанса. История спасения Джека стала примером, который рассказывали всем новичкам. Иногда достаточно остановиться и посмотреть, и от этого всего может зависеть. Люди, которые раньше считали, что чужая беда – дело чужое, начинали задумываться иначе. Егор часто приносил плед и ложился на скамью у вольеров, глядя на собак и котов. В глазах некоторых он видел смешение понимания и вопроса: «Кто вы, старик, который однажды пошел на звук?» А он лишь улыбался и поглаживал Джека, который, подняв голову, лежал у его ног. «Я просто не мог пройти мимо», — говорил он. И на этой простоте строилась вся его жизнь. Прошло еще много лет. Джек уже был взрослым псом, верным и сильным. Его шерсть блестела, глаза согревали. Маша выросла, училась ветеринарии и приезжала в Заречье, чтобы проводить тренинги. Лиза и Егор вечерели на крыльце, вспоминая те ночи, когда весь дом стоял на ушах из-за одного пакета на ветке. Они знали, цена, которую заплатили за справедливость, это время и силы, но награда была огромной. Спасенная жизнь, лучшее будущее для многих и спокойствие в душе. В один тихий вечер Егор сидел у финальной скамейки приюта, и младший волонтер подошел с вопросом: «А вы не жалеете, что вмешались? Что зашли в ту ночь в лес?» Егор посмотрел на Джека, как тот лежал рядом, и ответил спокойно: «Я бы пожалел, если бы не пошел. Иногда судьба ставит тебя перед выбором – пройти мимо или остановиться. Я выбрал остановиться. И если когда-нибудь вы услышите писк в ночи, слушайте. Может, это чей-то шанс на жизнь». Так в Заречье одна трагическая находка переросла в волну добрых дел. Жестокость была наказана, справедливость восторжествовала, а одно маленькое живое существо, извлеченное из пластика и тьмы, напомнило всем вокруг простой принцип: никто не вправе отвернуться, когда кто-то зовет на помощь. И даже если это цена, время, мука и суды, она не бывает напрасной, когда спасенная жизнь начинает светить для других.